Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Зима 2024-2025 годов. Как изменится ваша реальность, мои дорогие? Давайте узнаем, как изменится ваша жизнь. 3 месяца. Не такой большой срок, но и не малый. Давайте заглянем немножко в будущее. И поскольку много транзитов в этот период, и вооружимся, наверное, с вами тем намерением, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и планетарно, мои дорогие козероги, силой небесной канцелярии на вашей стороне в целом. Поэтому, может быть, с некоторой коррекцией осуществить вашу давнюю мечту или, получить максимально что-то счастливо, добро, хорошее в этот период. Есть посыл. Поэтому пойдем дальше. Не всегда гороскопы совпадают с прогнозами Таро. Понятно, что и наша жизнь, у каждого, точнее, из нас, она тоже со своими нюансами. Но я надеюсь, в нашем раскладе мы с вами проведем приятное время или какой-то пазл для вас сложится. У нас сегодня 2 колоды. Таро ангелов и колода Ленорман. Давайте начнем с колоды Таро. Что нам подскажут ангелы? Очень добрая колода, значение. И первую карту, которую мы с вами достанем, будет называться «Чем удивит вас этот период зимний?» Чем удивит козерогов зима? Как изменится ваша жизнь или как вы, может быть, изменитесь в связи с некоторыми обстоятельствами, событиями, события, которые будут как бы помогать вам в добрых переменах. От чего вы откажетесь? Такую карту мы тоже достанем сами, причем. Может быть, признаете, что что-то не жизнеспособно. И 3 месяца помесячно достанем по одной карте. Это у нас будет декабрь 2024, январь 2025 и февраль 2025 года. Что же вас удивит? А вы знаете, ваша сильная позиция. Вы будете видеть, что вы выруливаете на обгон. Что сейчас, какое-то более перспективное время, правда, вы прочувствуете попросту, наверное, эти энергии планетарных транзитов, когда, правда, у меня многое получается. Или ситуацию вам какую-то нужно стабилизировать, пожалуйста. Денег заработать, пожалуйста. Должность получить высокую, пожалуйста. Хотите создать семью? Или даже если вы один или одна, у вас будет возможность познакомиться за этот период. И где-то уже в ноябре, между прочим, такие возможности тоже будут. Я опубликовала на своем сайте гороскоп на ноябрь, и те, кто смотрит на зиму, это видео чуть раньше, можете так свои планы переложить на то видео или где-то какую-то коррекцию, может быть, внести. Очень добрые энергии, причем ваши энергии, это... Кроме всего прочего, карта практика доброго человека, надежного человека. Вы можете так и окружение свое пересматривать в плане того, что кому я могу доверять. Для кого-то из вас станет возможным получить и должность тоже какую-то. Или, мои дорогие, для кого-то из вас это может быть смена имиджа. Это тоже проходит по королеве Пентаклей или королеве Земли. И даже если меня смотрит мужчина, мы не по полу карту рассматриваем, а в ее энергиях. Это та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. Или благополучие обустроить буквально с нуля. Волшебница, королева Пентаклей. Потому что любая задумка, она ее детализировать умеет. И потом постепенно, шаг за шагом, воплотить в реальность. Сильная позиция в целом. Чего это может касаться? Каких сфер или каких-то конкретных вопросов. Как это меняет вашу реальность? Нечего добавить. У каждого, видимо, будет свой приоритет, несомненно. У кого-то из вас, и, кстати, планетарно нам тоже говорят о том, что, знаете, может начать меняться одна из сфер вашей жизни. Будь то личная жизнь, или пусть вы делаете карьеру, или просто желание вами движет, вам нужна определенная сумма. Может быть, вы хотите переехать, купить, продать жилье. У каждого свои планы. Так вот, самое главное действовать, мои дорогие. Так вот разумно, продуманно. И
начнет обязательно меняться, в вашу пользу что-то складываться, раз. И вот эта одна сфера жизни подтянет за собой все остальное благополучие. Карта будущего, новые горизонты, новые возможности, где-то и новый кругозор. Много интересов. Если прежде Плутон где-то давлел над вами, заставлял, ну, как в рамках каких-то находиться, а здесь нет. Свободное пространство. Свобода, по сути дела, так. Вы словно вздохнете легко. И королева жезлов или огня нам о чем говорит? Это наше намерение. Мы готовы действовать, но действовать продуманно. Это карта сильной позиции, когда человек уже прошел какой-то сложный путь, стоптал не одни ботинки, вывел уже для себя какой-то алгоритм, когда или что мне может помешать. По этой карте мы помним, что удача и счастье любят тишину, и королева жезлов, она не склонна к тому, что обнародует свои планы. Она больше с информацией правильно взаимодействует, продумывает до мелочей, как ей поступить, потому что, повторюсь, сложный период научил ее этому. Но это уже если королева у нас выпадает с земли, которая реальность может превратить любую сказку, любую мечту. А по королеве жезлов это проверенные, выверенные действия. Для кого-то из вас, мои дорогие, вы будете в центре внимания. 2 королевы и больше. Это значит, может быть такое, что о вас так это ведутся в кулуарах разговоры. Может быть, это касается, кстати, и работы, где-то коллег. Потому что неизбежно вы на авансцену выходите, и значит, в центре внимания находиться, это значит привлекать это самое внимание к себе. Поэтому о себе много не рассказывайте, даже если кто-то беспардонно будет спрашивать, а как у тебя дела? Дома, например, есть такие люди. Счастье и удача любят тишину. Или какие твои планы? Проектами не делимся, это точно. Какой-то свой замечательный, совершенно чудесный проект вы должны для себя со знаком плюс, а не для кого-то реализовать, чтобы вас никто не сбил с ваших же настроек, мои дорогие. Вот это будет очень важно. И правильно работать с информацией. Мы ведь спросили, что вас удивит, какая-то возможность, которую другие не видят, понимаете? Поэтому тут для вас держать руку на пульсе архиважно. Что это может быть еще? Прощание, вот 9 мечей или 9 воздуха. Это карта сомнений, это карта внутренних страхов. Это то, что нам когда-то мешало двигаться вперед. И нам показан человек, который не видит, что вокруг него происходит. Видимо, это совершенно необходимо для того, чтобы взглянуть, может быть, и своему страху в лицо, в глаза, столкнуться с некоторыми вопросами и окончательно закрыть некоторые гештальты. В течение зимы у вас для этого будет как и поддержка высших сил, так и ваша самостоятельно прочная позиция. Но, повторюсь, не закрывайте глаза ни на что. Будьте реалистом. Тогда вы правильно оцените даже и обстановку. Меня люди смотрят из разных стран. У вас, по сути дела, 1001 шанс выйти даже из сложной ситуации. Единственное, что нам говорит карта, может из-за усталости, к примеру, вас несколько будоражит бессонница, инсомния, вот конкретно так прописано, или какие-то волнения. Переложите ваше волнение на вопрос, например, который вы сами себе можете задать. Вот то, что меня беспокоит, оно будет для меня важно через полгода, а через месяц, а через 2 недели. Или если мы любое наше намерение или та тема, которая как раз несколько выбивает нас из колеи, если мы ее вот на такой вопросник переложим от противного, от дальней дистанции, мы часто приходим к выводу, что о чем я парюсь, о чем я думаю, зачем мне вообще все это нужно, зачем я себя мучаю. Поэтому разобраться с самим собой, вот это будет немаловажно. И что тогда? И тогда для вас вот необходимо, смотрите, 2 девятки. Вынуждена была прерваться, но мы продолжаем. Смотрите, мои дорогие козероги, любая девятка – это у нас прелюдия перемен. Это сам по себе как порог
через который мы уже словно ногу занесли, чтобы оказаться на другой стороне. И вот подтверждают эти две карты некоторый переходный период, и, может быть, какие-то изменения или что вас удивит. Мы ведь сказали, сильная позиция, одна карта сразу определила словно ваш статус. Так вот, вот эти сомнения, или когда мы с закрытыми глазами боялись увидеть реальность, а теперь девятка следом нам выпала, жезлов, это когда мы выходим из укрытия, из какой-то обособленности, из, может быть, конкретной местности, где вы были, но условно в заточении, вот такое значение тоже есть. Это мы прежде огородились вот этим забором, и, может быть, эта позиция была совершенно необходима. Мы не хотели рисковать, мы не хотели себе навредить. И вот такой вот постепенный выход, может быть, из какой-то прошлой ситуации. Но когда нужно, именно открыть глаза и увидеть, как и новые возможности, и то, что вокруг вас уже другая энергетика, мои дорогие козероги. К чему все это? Какие-то важные выводы вы сделаете, Паш мечей. Это карта, когда мы принимаем важное решение. И мы, кстати, по этой карте понимаем, что мы с чем-то могли ошибаться. Мы в первую очередь по этой карте искренне честны сами с собой. Что будет дальше тогда? Но тут неизбежен какой-то путь, который вы должны, как гештальт, на самом деле закрыть. Посмотрите, все ведь карты эти мелкие. Что паш, что девятки, что пятерка. И карта нам о чем говорит? Я, когда ее вижу, я всегда вспоминаю слова Клаудио Пенейро, которая сказала: над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Какая бы ни была сложная ситуация, разлились, как вот эти 3 кубка молока. Поверьте, что это лишь малый эпизод. И, мои дорогие козероги, насколько были малы ваши проблемы, настолько велик будет ваш успех. У вас последующий период – это, по сути дела, ваше время наступает. Да, Плутон – планета медленная, и она пробудет тоже, как и в вашем знаке, в Водолее с 20 ноября в течение 20 лет. Но любые перемены, они вам будут во благо. Но, видимо, что-то, как какую-то дилемму, может быть, или проблему неразрешимую, и то, что не может быть продолжено. Прощайтесь со своими страхами. Прощайтесь, может быть, даже с теми людьми, которые вас заставляют чувствовать себя или уязвимо, или как бы, на вторых ролях, когда вы не можете себя развивать или свое творчество, или воплотить свою мечту. Вот это вас удивит, что вам кто-то действительно, может быть, вставлял палки в колеса. Или вы поймете безосновательность страхов, поймете в том плане, что я на самом деле творец собственной жизни. И никаких преград в реальной жизни нет. И это где-то удивит. Потому что Плутон снимает сами по себе оковы над вами. Что изменит вашу жизнь. Все то, что я долго говорила. Очень добрая карта, мои дорогие. И высшие силы на вашей стороне. Правда, это карта фортуны. Она так выглядит, Таро ангелов. Нам дети изображены. И как колесо. Это столько перед вами открывается новых возможностей. Ребенок – это всегда новое начинание. Это желание жить по-новому, творить как-то по-новому, радоваться жизни по-новому, мои дорогие. Перемены, вот нам так говорит карта, не детализируя, у каждого в своей сфере жизни. Я, пожалуй, не буду доставать дополнительные карты, потому что я уже сказала, меняется одна какая-то сфера жизни, а все остальные подтягиваются. Счастливые перемены, мои дорогие, и карта прогресса, когда вы сумеете осуществить свое желание. Здесь и перемены в вашей жизни. Может быть, и вы меняете пространство, и пространство вокруг вас меняется. И в последующем все это вторично будет менять вас. И будьте, может быть, готовы, планетарно нам тоже говорят, в декабре мы, как водится, строим планы на будущее, подводим итоги. Но уже в январе за счет планетарных транзитов могут происходить изменения, даже если вы чего-то не планировали глобального. Это могут быть изменения во внешней обстановке, это могут быть изменения,
среди ваших близких, среди ваших коллег или что-то по работе может измениться, в ключевых партнеров там тоже какая-то ситуация у них может меняться. И вторично это будет оказывать влияние на вас. Где-то и вам придется детализировать некоторые перестроечные моменты. А в феврале подобная ситуация может еще раз повториться. Потому что у нас Уран остается в Тельце. И по конец января еще ретро-движение, то есть мы еще вот можем как раз разбираться, вот эти девятки, пятерки, все, что у вас выпало, подводить итоги. А уже с февраля месяца в прямое директное движение перейдет Уран, но останется в Тельце. Телец – это ваша же стихия Земли. И это надежность, уверенность, благополучие, поэтому обустраивать что-то вы тут будете, факт. Обучаться чему-то можете. Кстати, у вас будет человек, который вас готов поддерживать. Это так у нас выглядит рыцарь земли. Но, может быть, какое-то ваше начинание в прошлом даже, от чего вы откажетесь. Вы можете отказаться от нежизнеспособных проектов. Может быть, вы откажетесь от какого-то даже ритма более замедленного, если прежде вы к нему привыкли. И правда, колесо фортуны нам часто говорит о том, что куй железо пока горячо. Не всегда вот такие спокойные где-то как темп, так и неспешность ваших действий, она будет вам помогать. Иногда придется быстро собраться, подпоясаться, отправиться и ухватить какую-то счастливую возможность. Не думать долго, мои дорогие, организовать жизнь по-новому. Поэтому думали организовывать в одном ключе, а тут для вас откроются новые перспективы и возможности. И вы действительно будете как и себя адаптировать, так и жизнь организовывать по-новому. Потому что что-то прежнее, оно уже не то, что не работает. Вам не интересно, мои дорогие. Декабрь. Шикарно ваша карта. Вообще у нас пара. Личная жизнь. Уделите декабрь месяц личной жизни. Для тех, кто один или одна, вы можете встретить своего единственного человека. Но для этого нужно не просто сидеть ждать, а действовать. Вам в течение всех 3 месяцев фортуна буквально улыбается. Поэтому выйдите навстречу судьбе, мои дорогие. Безусловно, это вопросы денег, это вопросы труда, заработков, новых каких-то начинаний и поддержки. Социум для вас, пусть этот социум будет из самых близких состоять 1-2 человека или ваша семья. И этого в наше сложное время достаточно. Главное, чтоб надежно. И здесь нам показан король, который буквально в руках держит хлеб, который готов делиться, который искренний. И вы, мои дорогие козероги, люди очень сильные, люди надежные. И рядом с вами должен быть такой же человек. Вас не устроит что-то среднее, арифметическое, кто вас использует. Нет, вам нужен тот человек, который в ваших энергиях, который вас понимает и который в сложную минуту готов поставить вам свое плечо. И как будто вот именно таких людей вы можете встретить. И для тех, кто в паре, у кого семья, у кого сейчас дома хорошо, будет еще лучше, поверьте. Или что-то вы будете благоустраивать в самом доме, или вдвоем в вашей паре с вашим любимым человеком. Планировать на будущее прекрасно, как бы период декабря. Я не достаю даже дополнительные карты. Январь, новое начинание, паж жезлов. И это уже какая-то активность. Это желание что-либо осуществить. Это креативность, мотивированность. Вот конкретно так и прописаны эти намерения. Ну и энтузиазм. Мы уже готовы действовать. Вот давайте на январь. Что же там? Как меняется ваша реальность, узнаем в январе. А вверху как раз колесо фортуны. Кто знает, может быть, это некоторый такой подведение итогов будет в декабре, планы на будущее, да. А вот в январе эта самая рулетка судьбы закрутится. Давайте узнаем, как меняется ваша реальность, как изменится ваша жизнь. Но опять же, благополучие. Клевер – это всегда что-то доброе, добрые вести. Или когда что-то вы можете сделать и остаться более чем довольны. Вопросы дома, вопросы важных согласований. Башня – это как наша цитадель, крепость в колоде Ленорман. Есть и такое, когда мы охраняем свой дом от недругов, от тайных врагов, от людей лицемерных, кстати, или тех, которые нам хотят навредить. Или мы допускаем, что не все люди приходят с чистыми помыслами. Поэтому мы можем где-то, и будет к этому
посыл, потому что у вас есть именно тот круг, кому вы доверяете, с кем вам хорошо, а больше как будто и не нужно. Может быть, это вы, кстати, с вашим любимым человеком можете даже задумать о совместном бизнесе какую-то идею, и вы знаете, у вас получится. Но вообще у вас прочная позиция. Может быть, и какие-то согласования в высоких инстанциях у чиновников. Вы, в зависимости от ваших намерений, вам придется подготовить или просчитать, как мне действовать правильно, может быть, по закону. Потому что надежность, опять же, продолжается эта тема. И опять же, тема прочной позиции, дерево, семья, мои дорогие, ваш дом, как тылы ваши надежные. Замечательное время, мне нечего добавить. Может быть, это и еще иногда карта говорит о том, что деньги в рост, новые способы, опять же, заработков или вашей деятельности, в целом сильная позиция. И на январь тоже. Есть от чего оттолкнуться и есть что развивать. Февраль, мои дорогие. Ух ты, а тут еще быстрее все что-то приходит в движение. Посмотрите, у вас 2 карты движения, скорости и 2 карты перемен. Счастливых перемен, причем обе карты, мои дорогие, как и колесо фортуны, там конкретно прописано фортуна, удача, так и колесница, сила желаний, победа, мои дорогие, тоже. И когда где-то вы можете, сделать необходимые рокировки в ваших планах, именно потому что открываются новые возможности. Карта будущих успехов. И в колеснице управляет ею сам ангел. Для кого-то из вас вопросы переезда или поездки куда-то, получение новой должности или решение вопросов по части, кстати, жилищных условий. У кого-то это может вопрос как закрутиться уже в январе. И тогда нам по 7 подтверждают. Правда, тут можно для себя сделать что-то очень хорошо. Да, нам не говорят, что вот именно эта ситуация по колеснице, она буквально решится в январе. Может как раз и перейти еще и на март. Может быть, февраль месяц вам подарит новые только возможности, и в последующем у вас что-то продолжит развиваться и придет так или иначе к прекрасному знаменателю. Будьте внимательны к собственным мыслям. Ваши мысли определяют ваше качество жизни. Итак, как меняется ваша реальность? Я не буду ничего, мои дорогие козероги, еще доставать. В целом, медведь, сильная позиция. И здесь что хотите? То, что вы хотите осуществить. Хотите должность? Пожалуйста. Хотите переезда? Пожалуйста. Хотите денег заработать? Вот нам тут как раз предыдущий январский месяц раскрывает возможности. Тоже пожалуйста. Правильно, может быть, какие-то планы скорректировать, не без этого. И надежные люди – это ваша сила. Надежные тылы также вдвойне усиливает ваши позиции. Стремитесь к тому, чтобы окружить себя теми людьми, какие вы сами. Или то, что для вас принципиально важно, мои дорогие козероги, вот это наши где-то принципы, это то, что мы не корректируем, это то, что мы принимаем или для нас, как-то неприемлемо. Понятно, предательство никто не приемлет, но иногда мы так некоторые позиции готовы пересмотреть, потому что обязательства или обстановка вокруг нас. Но все равно, даже если мы на время были вынуждены сделать вот такую перерокировку, то все равно основная цель, она должна быть как чиста. Стройте планы на высокое. Чем больше вы перед собой поставите целей, тем больше вам удастся. Небесные силы или силы небесной канцелярии вам действительно в помощь. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.